Вы только что закончили курс Open Water Diver в прокатном снаряжении и уже очень хочется наконец купить свое, красивое и удобное, но не знаете, с чего начать? В магазинах куча всего, инструктор прозрачно намекает, что у него хорошая скидка, но нужно ли вам все это? Сегодня в видео расскажу про 5 элементов дайверского снаряжения, которые, на мой взгляд, реально важны на старте. Всем привет! Вы на канале «За мечтой дайвинг и путешествия». Меня зовут Елена, уже 10 лет я работаю инструктором по дайвингу, сейчас живу в Таиланде на острове Катао. Не все, даже вполне опытные дайверы, готовы вкладываться в полный комплект снаряжения, даже если они при этом могут сэкономить немного денег на стоимости проката, когда ныряют. На Мальдивах в резорте, например, полный комплект оборудования будет стоить примерно $25 за дайв. На дайв-сафари прокат снаряжения тоже обходится в копеечку, но при этом приходится учитывать и стоимость перевозки достаточно тяжелого оборудования в багаже, и регулярный сервис, и тогда выгода становится уже менее очевидной. Конечно, тут встает вопрос комфорта и безопасности, поэтому в этом видео мы поговорим о том, что лучше покупать сначала, если бюджет ограничен или вы привыкли путешествовать налегке. Располагать предметы я буду в той последовательности, в которой, мне кажется, их нужно покупать. Не все пункты моего списка будут очевидны, а еще я расскажу, что сначала покупала себе. Поэтому обязательно смотрите до конца, обещаю подкинуть пищу для размышлений. А также не забывайте ставить лайк, а опытных дайверов, постоянных зрителей моего канала, призываю писать в комментариях, что вы купили себе, когда начали нырять. Давайте составим народный хит-парад дайверского снаряжения, обязательного к покупке. Первый элемент снаряжения – это маска. На мой взгляд, маска – это важнейший элемент снаряжения, от которого зависит, получите вы удовольствие от дайва или он превратится в сплошное мучение. Если кто-то нырял в постоянно потекающей или потеющей маске, тот очень хорошо понимает, что я имею в виду. На курсе Open Water Diver, когда студент пугается, если в маску затекает немножко воды или когда бьется с упражнением по очистке или снятию маски, я всегда говорю, что опытный дайвер может нырять в любой маске, и затекающая вода ему не помеха. И тут, по правде говоря, я немного лукавлю. Да, опытный дайвер может нырять как угодно, но это не значит, что он не предпочтет это делать в хорошей, удобной маске. Маска с трубкой не занимает много места в багаже. Если в любой момент вы захотите пойти заняться снорклингом, вам не придется искать прокат оборудования. Плюс это гигиенично. Если у вас есть своя маска и трубка, вам не придется беспокоиться, сколько человек использовали их до вас и как хорошо их помыли. Естественно, маска с трубкой не обязательно должны быть розового цвета. Главное, маска должна иметь мягкий силикон и идеально подходить именно к вашему лицу. В интернете достаточно много роликов о том, как выбрать правильную маску, но, конечно, желательно попробовать несколько масок в воде, чтобы понять, какая форма подойдет именно вам. Стандартный способ – приложить маску к лицу и сделать вдох через нос. Маска должна достаточно плотно присосаться. Но это еще не все. Следующим шагом я бы рекомендовала закинуть голову наверх и положить маску на лицо. У меня достаточно узкое лицо, и в этом положении я сразу чувствую, если маска будет слегка широковата, даже если она хорошо до этого присасывалась. Делаем примерно вот так. Дальше лучше померить маску с ремешком. Только не затягивайте слишком туго. Проверяйте, чтобы нос хорошо помещался в кармашек для носа в маске, а также, чтобы она не давила слишком сильно вот на это место. Это достаточно частая на самом деле проблема. Мы уже знаем так называемые азиатские модели, которые не подходят для наших больших европейских носов. Не нужно брать самую дорогую в магазине, но при этом часто у более дешевых моделей силикон похуже. Тут надо найти золотую середину. И на самом деле сейчас достаточно сложно угадать, все нужно пробовать, трогать. Вот эта маска, допустим, она стоит сейчас больше $100, а вот эту маску я покупала на азиатском маркетплейсе Lazada, она стоит примерно $10. Не могу сказать, что силикон у нее значительно хуже. Еще стоит быть аккуратнее с масками с прозрачным или цветным силиконом. Лично мне не нравится, как прозрачный силикон бликует в воде, а за цветной маской придется лучше ухаживать, мыть с мылом, сушить. В противном случае на силиконе начнет развиваться черный, непрезентабельного вида грибок. Со временем прозрачный силикон желтеет, а цветной выгорает. Вот на этой маске, наверное, видно.
Для меня это не такая большая проблема, потому что я ныряю каждый день, и одна маска мне быстро надоедает, мне нравится их часто менять. Но если маска покупается надолго, об этом тоже нужно помнить. Свою первую маску я купила перед курсом Dive Master, точнее перед курсом Advanced Open Water Diver, потому что я делала все вместе. Это была достаточно дорогая модель Tusa Freedom Quad, но она свои деньги полностью отработала, я очень долго в ней ныряла, и когда она стала выглядеть совсем неприглядно, я купила такую же модель. Тут, кстати, еще я вспомнила паре неочевидных нюансов. Если вы сильно похудеете или просто у вас пропадут щеки из-за того, что спала детская припухлость в лице, даже когда-то идеально сидящая на вас маска может начать протекать и будет не так удобно. Плюс для девушек, женщин, дам, которые обладают, так сказать, не совсем естественными, очень выдающимися губами, намного сложнее подобрать хорошо сидящую маску, потому что в основном маски будут сидеть плохо и протекать. Второй элемент снаряжения – это подходящая для вас термозащита. Это гидрокостюм или лайкра с длинным рукавом. Как и маска, гидрокостюм – это очень личная вещь. Вы же не рассекаете по пляжу в арендованных плавках. Кто знает, сколько человек не дотерпели до окончания дайва в этом гидрокостюме до вас. И да, в дайв-центре мы стараемся тщательно промывать оборудование, в том числе гидрокостюмы с определенной жидкостью, особенно если чувствуется тот самый запах. Но готовы ли вы на это поставить высокий сезон, когда народ идет сплошным потоком? Плюс, если вы привыкли нырять в отпуске в тропиках, вам, скорее всего, выдадут короткий 3-миллиметровый гидрокостюм. Обычно это достаточная термозащита для среднестатистического жителя северных широт, но бывает, что люди вылезают из воды 28-29 градусов, дрожащие, с синими губами. Это не хорошо и не плохо, терморегуляция у всех разная, тем более, что вода проводит тепло в 20 раз быстрее, чем воздух. Хорошо подобранный гидрокостюм по умолчанию будет греть лучше, чем прокатный. Во-первых, чем он плотнее и лучше сидит по фигуре, тем он лучше сохраняет тепло. Во-вторых, неопрен имеет свойство истончаться от долгого использования. Костюм толщиной 3 мм, в котором вы ныряете 2 раза в год, будет по умолчанию толще, чем 3 мм прокатного костюма, который используется каждый день. Если холод вам не страшен, то я бы все равно купила лайкру или гидрофутболку с длинным рукавом. Если сочетать ее с лосинами, или заменить на полный длинный костюм лайкру и одеть под гидрокостюм, то решается вопрос гигиены. А в сочетании с плавательными шортами вообще может заменить гидрокостюм, если вы ныряете в теплой воде. И, конечно же, не стоит забывать о защите от солнца. Никому не хочется иметь так называемый колхозный загар после короткого гидрокостюма или еще хуже – получить солнечный ожог. Особенно это актуально для тех, кто хочет пройти курс Open Water Diver в отпуске, потому что достаточно много времени эти люди будут проводить под открытым небом, под открытым солнцем. Если в прокатном гидрокостюме вы мерзнете, но не смертельно и не хочется сильно перегружать багаж, можно костюм заменить на жилетку с капюшоном или просто капюшон. Наша голова выделяет огромное количество тепла, и даже просто капюшон в сочетании с коротышом или просто лайкрой сразу же меняет ощущение. Костюмы, кстати, сейчас вполне можно покупать на AliExpress, а не в брендовых магазинах, так как цена сейчас, к сожалению, не прямо пропорциональна сроку службы, особенно у нас, дайвинг-инструкторов, так как мы ныряем каждый день, и любой гидрокостюм, и дорогой, и с Али у нас служит все равно примерно год. Главное не ошибиться с размером, это самое сложное, но тут могут выручить изучение отзывов. И третий элемент снаряжения – это дайв-компьютер. Сразу дисклеймер. Если бы не цена, компьютер занял бы почетное 2-е место в моем списке. Дайв-компьютер уже давно стал неотъемлемой частью дайверского снаряжения. Большую часть дайверов не учат пользоваться таблицами планирования погружений на курсе Open Water Diver, а тех, кого учат, забывают все, не успевая выйти из класса. С компьютером нырять не только безопаснее, но еще и интереснее. Так мы не просто сидим в пассажирском кресле, позволяя гиду рулить, а становимся полноценными участниками процесса. Так почему же лучше иметь свой компьютер, ведь это уже более серьезное вложение денег? Во-первых, до сих пор не везде компьютер входит в обязательный комплект снаряжения, не всегда получится арендовать его даже за деньги. В бюджетных дайв-центрах все компьютеры могут быть заняты на курсах,
и фандайверам предложат сэкономить деньги, просто следовать за гидом. Во-вторых, имея свой собственный дайв-компьютер и прочитав инструкцию, не придется напрягаться, разбираясь в его функциях, потому что компьютер обеспечивает нашу безопасность только когда мы понимаем, что же он нам показывает, и следуем его указаниям. В противном случае это просто дорогие часы. Это компенсаторы плавучести разных производителей все равно будут иметь всего 2 кнопки на инфляторе и пару клапанов в одинаковых местах. А компьютеры разных брендов будут отличаться довольно сильно. Это и разное расположение показаний на дисплее, разные режимы, разные кнопки, а также разные алгоритмы расчета декомпрессионных моделей. Конечно, это актуально только если дайвер озаботился изучением инструкции заранее, а не требует объяснений у гида прямо перед дайвом. Для таких людей у Посейдона наверняка есть отдельный котел с кипятком. Для начала я купила себе самую популярную модель Suunto Zub. Большой экран, необходимый минимум функций, но через некоторое время, естественно, мне захотелось что-то поменьше и помоднее, и следующим моим дайв-компьютером был Suunto D4i Nova. На тот момент меня все устраивало, но через 2 года он у меня, к сожалению, вылетел. К счастью, мне его поменяли по гарантии. Но следующий тоже не прожил слишком долго, через 3 года сломался датчик давления, а датчик давления в компьютерах менять не имеет смысла, потому что замена будет стоить чуть меньше, чем новый дайв-компьютер. С тех пор к Suunto я отношусь достаточно скептически. Сейчас у меня компьютер марки Crest. Это бренд из Тайваня. Не уверена, что он продается в России или в Европе. Моя модель называется CR5 Lite. Тут уже цветной экран, зарядка, Bluetooth, GPS, датчик сердцебиения. Все красиво, удобно. Надо только оценить долговечность. Сейчас пробег у меня чуть больше года каждодневного дайвинга. Так что посмотрим. Кстати, в смарт-часах теперь тоже встраивают функции дайв-компьютера, как это сделали Apple или Huawei. Четвертый элемент снаряжения – это DSMB или Delayed Safety Marker Buoy, или дайверский сигнальный буй. Немногие задумываются о покупке своего собственного буя, и немногие дайв-центры включают его в комплект стандартного оборудования или предоставляют возможность арендовать его отдельно. И это удивительно, ведь дайверский буй – это такая простая, недорогая, но очень важная часть снаряжения. Если подумать, больше дайверов страдают от винтов случайных лодок при всплытии, чем от декомпрессионной болезни. Конечно, мы чаще ныряем в группе, и можно полагаться на буй гида, но имея свой собственный в кармане, можно чувствовать себя более уверенно и независимо. Конечно, в разумных пределах. Смотри пример выше про пассажира. В случае потери группы можно будет безопасно всплыть и просигнализировать буем лодки. Вы ведь знаете, что без яркого сигнального устройства заметить человека в воде очень сложно даже с совсем небольшого расстояния. Учитывая, что буй не занимает много места, самый дешевый пластиковый можно купить за пару-тройку тысяч рублей, а грузик и веревку смастерить из подручных материалов, я считаю, что это очень выгодное вложение в собственную безопасность. Итак, последний, 5-й элемент снаряжения. В пункте 5, как ответственный инструктор, который при этом может получить процент от проданного снаряжения, я, по идее, должна была поставить регулятор. Это главный элемент снаряжения, это безопасность. Свой собственный регулятор вы будете обслуживать вовремя, вам не придется волноваться о чужих вирусах, бактериях и тому подобного. Но все-таки покупка регулятора – это достаточно затратно. Плюс всегда возникает дилемма – купить простой, легкий для перевозки тепловодный регулятор или вложиться в более дорогой регулятор на вырост, что в финансовом плане еще сложнее. Я, кстати, еще в начале работы купила себе регулятор Aqualung Micron, старая модель 2014 года, тепловодная, без защиты, и ни разу не пожалела. До холодных озер Ленинградской области я так и не добралась, а в теплых морях он служил мне много лет верой и правдой. Сервисила я его через раз сама с помощью молотка и такой-то матери. Исходя из всего вышесказанного, принимая во внимание текущий курс рубля, в пункте 5 я представляю вам 2 очень полезные вещи. Элемент снаряжения 5А. Анатомический загубник, или, правильнее сказать, загубник, подходящий именно вам.
Это может быть обычный загубник, если вы не привередливы, или специальный формируемый загубник, принимающий форму вашего прикуса, как использую я. Формируемый загубник надо сначала поместить в горячую воду, затем прикусить и дать остыть. Очень удобная штука. Удобный загубник, как и протекающая маска, может порядком испортить дайв, особенно если вы собираетесь нырять несколько дней подряд. Заметьте, что тут я говорю не о гигиене, а об удобстве, потому что основной рассадник заразы в регуляторе все равно находится внутри второй ступени, и загубник здесь играет совсем второстепенную роль. Не во всех дайв-центрах будут счастливы поменять вам загубник, но точно не откажут. Главное, запаситесь стяжками для крепления, не забудьте забрать свой загубник после окончания нырялки. Элемент снаряжения 5B. Неопреновые носки или боты как замена собственным ластам. Почему в моем списке нет ласт? Как и маску и лайкру, их можно было бы использовать на снорклинге. Но при этом возникает вопрос транспортировки. Не все ласты влезают в обычный чемодан по длине. Тем более, если мы говорим о маленьком чемодане для ручной клади. Есть, конечно, короткие модели типа Scuba Pro Jet Fin или Apex RK3, но они достаточно тяжелые. Есть еще модель Scuba Pro Go, они намного легче, но все равно места занимают много. Поэтому, чтобы не натереть ноги в прокатных ластах, лучше запастись неопреновыми носками или дайверскими ботами. Причем ботами нужно запасаться только если вы точно уверены, что в дайв-центре, где вы собираетесь нырять, будут ласты с открытой пяткой. Потому что в большинстве дайв-центров тепловодных, которые ныряют с лодки, в основном для проката используются ласты с полной калошей. Вот такой у меня получился шорт-лист самого необходимого снаряжения, для покупки которого не придется брать ипотеку на 10 лет. А дальше все зависит только от вашего кошелька, привязанности к дайвингу, фантазии. Ну, конечно, лучше сделать 10 дайвов в прокатном снаряжении, чем один, но в своем. Согласны ли вы с моим списком? Или чего-то не хватает? Или не в том порядке? Обязательно пишите в комментариях. И, конечно, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Будем обсуждать дайвинг, подводный мир и путешествия. До встречи!